Добрый день. В последнее время, в последний месяц особенно и в последние 5-6 месяцев большинство людей чувствуют а, особенное ощущение бессмысленности и пустоты жизни, усталость от жизни. И это состояние а, затрагивает всех людей. Осознают люди все по-разному это состояние и впускают его в свое внутреннее пространство осознаваемое тоже по-разному. Но тем не менее проживают его сейчас все настолько, насколько себе могут позволить. Ну, насколько это их касается, скажем так. Даже имея очень много обязательств, очень много дел, очень много Проектов, работ, там, всего-всего-всего. интересов, насыщенной жизни, это ощущение, это состояние может подходить из разных сфер и может не касаться вообще внешней жизни. И чем меньше у человека внешних ориентиров, чем меньше интереса в жизни, тем сильнее оно проявляется. В последний месяц это особенно активное состояние, через которое каждый из нас идет. Хочется вам всем передать привет. Куда мы придем в итоге, мы увидим, но сейчас наш путь пролегает именно так. Через отделение того, что нам больше не интересно, того, что мы были вынуждены делать из своих представлений, искажений, из болевых состояний, из теневых отвергнутых состояний, исходя из своего воспитания, менталитета и личности в целом. Мы были как-то собраны и как-то привыкли жить в мире. И сейчас все эти формы, все эти связи, все эти искажения, они распадаются. И на их месте не обнаруживается в первый момент ничего. И у каждого этот путь ведет туда, куда выбрала его душа. Важно сохранять как бы осознанность, насколько избито это слово, осознанность, но хорошо бы ее сохранять. В том смысле, что не верить до конца в реальность происходящего, в реальность того, что с вами происходит, в реальность тех процессов, которые проходят в ваших чувствах, ощущениях, эмоциях, физической жизни. Немножко смотреть на это все по возможности, из наблюдателя ли, из сердца ли, из точки безмолвия своей, с высшего Я. Оттуда, откуда вы умеете, оттуда, откуда у вас вы в своей личной практике, какого уровня вы достигли, что вы умеете. То есть вот эта вот некая невовлеченность в этот процесс и возможность его наблюдения даст вам силу. Не нужно верить до конца, не нужно в это прям вылетать, в этом мучиться, если есть такая возможность. О чем речь? Например, бывает такая ситуация, вот пример, что вот живет пара много лет, муж и жена друг с другом вместе, и у них уже взрослые дети, они всю жизнь вместе. Всю жизнь они вместе, привыкли друг с другом как-то жить, как-то сживаться, уживаться, при этом жизнь длинная, и они где-то в глубине себя, глубоко-глубоко друг друга очень любят, очень ценят, уважают. Они по-настоящему, родные друг для друга существа. Но прошла вот эта жизнь, многое было сложно, много чего в жизни произошло.
там и предательство, и обиды, и неуважение, и все, и это запечаталось и у одного, и у другого. И в итоге в какой-то момент пошло внутреннее разделение и такая как бы сепарация друг от друга особенная. И сейчас вот в этом процессе за последние полгода на примере вот такой пары можно увидеть, что эти два человека, насколько они друг для друга родные и близкие существа не являются, они очень сильно расходятся в своем общении. Невозможно общаться, нет общих интересов. Они друг для друга становятся как будто в тягость. Кажется, что вся жизнь проходит впустую, все какое-то серое, непонятное, тоска, апатия и такое с уклоном в суицидальное настроение. Если вот такое происходит, сейчас, секундочку, я договорю. Если такое происходит, о чем речь-то? Не нужно в это верить до конца. То есть, если вы вдруг, например, в моих словах в какой-то степени узнаете себя, свои отношения там, со своим партнером в паре, не нужно слишком сильно в это верить, в то, что действительно все пошло по наклонной. Можно посмотреть на это как бы глубже, посмотреть на то, что это общий процесс, посмотреть, почему именно для вас это состояние внутри такое, попробовать его посозерцать, понять, что дело не в том, что ваши отношения, например, с партнером подошли к своему концу, к своему финалу, а к тому, что каждый из вас проходит определенную внутреннюю трансформацию. Вот на такую тему. Посмотреть с этого угла. И, возможно, через этот процесс вновь выйти на совместное общение, на единство, на взаимопонимание, взаимоподдержку и совместный путь, к примеру. Через отношения такой пары, на примере такой пары, можно увидеть, насколько в глубине люди друг другу близки, настолько же они чужды друг другу снаружи. Из-за точных привычек взаимодействия, в которых между друг другом, в которых не осталось никакого живого проявления каждого из партнеров, естественного, легкого, в котором они сами себя чувствуют настоящими. И у нас у каждого, это только пример, у нас у каждого есть какая-то сфера, какая-то часть жизни, которая представляет из себя вот такой вот привычный поход в магазин. Есть магазин, в который человек всю жизнь ходит, или несколько лет, или 10 лет, или... это может произойти и меньше, чем за год. В общем-то, есть некий путь до этого магазина, он настолько уныл и привычен, что в нем нет никакого проявления, в нем нет никакого интереса, радости. И магазин сам не очень приятный, он сам по себе компромисс. И дорога к нему, и место жизни, и в целом оно дает ощущение вот этой бессмысленности и унылости. И у каждого из нас есть сфера жизни, которая отдает вот этими ощущениями, в которой содержатся эти состояния. У кого-то это может быть партнерские отношения, семья, дети, работа, что угодно. Любое ощущение. И когда у нас есть такая зона, мы можем ее исцелять, мы можем ее принимать, мы можем с ней работать. Когда мы работаем с такими состояниями, с такими частями, мы возобновляем как бы течение своей энергии, своей естественности, своей непосредственности, легкости через разные сферы нашей жизни. Особенно через те, вот в таком процессе, как сейчас идет во всем человечестве, во всей цивилизации, этот процесс затрагивает самые болевые, самые основные темы, которые вот настолько неинтересны, вот настолько вынуждены и настолько бессмысленны для самого человека, что они подталкивают его к суицидальным мыслям, к нежеланию жить.
из-за того, что есть вот эта вот вынужденность в какой-то сфере или в целом. От себя хотел бы сказать, что как бы хреново вдруг, если вам не было, имейте в виду, что все поправимо. Как бы оно ни казалось в моменте, на пике эмоциональном, нет ничего непоправимого. С того или иного плана, с того или иного угла восприятия всегда можно сделать что-то и вывести себя в состояние иное, лучшее. Не делайте опрометчивых действий. Они ни к чему. Где-то внутри себя каждый человек, как бы это ни выглядело снаружи, является живым. Каждый человек чувствует трепетное, ясное и сильное ощущение себя, своего присутствия, того, что он существует, своих ощущений. Вне зависимости от степени осознанности или пробужденности, есть это состояние на той или иной глубине, в той или иной осознанности, но оно всегда есть. И это состояние мы, по большому счету, отличаемся только тем, насколько нам сложно с самим собой, в итоге с внешним миром. Когда это ощущение себя живым может быть глубоко запрятанное во внутренние подвалы, а может быть вот здесь, прямо в пространстве. Это и есть, наверное, состояние пробужденности и непробужденности, состояние исцеленности и неисцеленности. Но каждый из нас живой, каждый из нас чувствующий, и каждый из нас, имея дело с бессмысленностью по внешним слоям, где-то чувствует внутри себя живым, искренним, естественным и настоящим. И пусть это невозможно проявить уже в другие слои дальше, или в социум, или в какую-то конкретную сферу, но вы это чувствуете, и значит, это можно исцелять, это можно принимать. Я бы сказал, у кого-то уже, а у кого-то пока. Мне больше нравится слово «пока», потому что всегда есть возможность что-то сделать. Никогда нельзя списывать себя со счетов. У нас сегодня такая тема неожиданная, от нее веет таким бессмыслием, бессмыслием жизни. Поэтому это пограничность. Да, поэтому хочется здесь оговориться, что нельзя себя списывать со счетов. Всегда можно сделать что-то. Всегда можно что-то попробовать, что-то найти, что-то услышать, что-то для себя взять, попробовать. Любыми способами. Любыми способами. Пока вы живы, все возможно. Пока вы живы, приближать момент своей смерти не стоит самостоятельно. Смерти не нужно помогать. Она в свой час придет за каждым. Поэтому можно сделать что-нибудь. Попробовать. Тихонечко. Аккуратно. Потом еще чуть-чуть. Потом еще. И получится. Обязательно. У всех. Всегда получится. Так или иначе. У меня есть ощущение масштаба. Я какое-то время чувствую масштаб вот этой вот сети человечества, которая пребывает в одном ритме, как дыхание океана. А когда тема бессмысленности, она может стать, мостик финал, там легко прокладывается довольно-таки. То есть ты про то, что там суть не в этом, да? Да. Центр не в этом. А в том, что у каждого человека, вне зависимости от того, 15 у него детей и нет у него денег, или он с любимым человеком в СПА на Мальдивах, а состояние при этом идентичное. Угу. Мы такое видели и часто. Да. Оно идентичное, а разное только по сборке этого состояния, через что оно вот так срабатывает, через какие именно
части личности, через какие части сердца, через что. Ну, А так что-то состояние призма. одно и то же, да. И где бы, и так по всему миру. Мы чувствуем Ну, вот это оно через сейчас себя очень сильно. и чувствуем это в других. И когда у человека много обязательств, эти обязательства от усталости заводят его в состояние бессмысленности и тяжести, неинтересности жизни. А когда у человека вроде как все есть, а ему ничего не интересно, он в том же самом бессмысленности и неинтересности жизни. Ну да. Это сейчас масштабное явление. И вот это ощущение внутреннего живого естественного состояния, на какой бы глубине оно ни было, где-то там, где человек может нащупать, или прямо здесь, оно все равно есть. И вот опираться на него, вне зависимости от того, какие есть техники, какое что, это самое главное. Как На сейчас, ощущение собственной жизни. да. И Собственной неважно, живости. куда оно удалось это реализовать, удалось ли из этого что-то создать, удалось ли там иметь семью, когда мечтал, или не удалось, и ты сидишь один, или все не удалось, и больше нет семьи, и всех потерял. Или любая жизненная ситуация, где-то есть вот тот живой, можно сказать, мальчик, как ты говорил про одного из клиентов наших. Или как вот с мамой сейчас твоей ощущается, или с каждым из нас на той или иной глубине мы те, которые чувствуют, которые искренне Живые, да. живые. Но тут вопрос в том, что не всегда это возможно самостоятельно почувствовать. Вот чего. Вот. Но в этом, конечно... Я считаю всегда, пока человек живой, он Нет, не может в том нащупать, смысле. может произойти разная для него ситуация, и именно в этой ситуации он почувствует, что он вот там, что все было серое, что он, может быть, не может вспомнить последние 15 лет своей жизни, Да. но при этом в этот момент он чувствует себя живым. И всегда Да. был. И это самое сокровенное, что есть у человека, несмотря ни на какую депрессию, апатию, несмотря на реализованность или нереализованность, на карты, не карты, финансы, любовь, дети, на все, что удалось, не удалось в жизни. Вот этот вот мерцающий Свет внутренний, да. Внутренний свет. Я к тому, что с этим можно помочь. Это почувствовать внутри, с этим можно помочь. Я вот хотел сказать здесь, что с этим ощущением внутреннего света, с этим ощущением себя живым внутри, можно помочь. Мы это делаем, умеем и помогаем своим клиентам. Как бы это, в общем-то, первое и самое главное, с чего начинается наша работа с любым клиентом, который приходит к нам на первую сессию по открытию сердца или там на курс, на любую, куда угодно. Это суть, это начало, это вход. Да, начало, вход – это то, что мы называем собственно открытием сердца, источник, и как угодно это можно назвать, но суть в том, что человек начинает чувствовать, кто он, что он живой, что он такой же живой, как был в детстве, что ему, в общем, есть чем жить. А все остальное, трясешь стол, и кавер качается. А все остальное это уже следствие, и со всем остальным уже есть кому справляться. Можно снова найти того, кто здесь живет, кто здесь живой, кто сюда родился, кто здесь жил, хотел, стремился, делал. Снова найти того, у которого есть силы, интересы, и все, и радость, и вот это. Можно его снова найти. И начинать приоткрывать. Если вы вдруг, его не чувствуете. И начинать приоткрывать дверки, которые закрыли вот в этом маленьком пространстве того настоящего себя, который уже не может действовать по-другому. Он ходит в этот магазин там 10 лет, год или всю жизнь, и в другой он как бы не может пойти и не пойдет.
А если пойдет, все равно будет возвращаться в это. Или от этого ничего не изменится. Вот эти дверки, когда ничего не сделаешь, они открываются оттуда, изнутри. Можно открыть. Можно, если хотите. Ну, то Если есть, хочется, кроме как, конечно. если хотите, тут ничего другого нет. То есть, хотите, легко. Ну, то есть, возможно. Не вот, что прям супер легко, но можно. Проще, чем кажется. В этом процессе, который сейчас идет и ощущается всеми людьми в той или иной степени, уже становится совершенно очевидно, мне кажется, для всех, что ничего кроме «хочу» тут нету. Мгм. И это «хочу», оно может быть либо «хочу», либо «не надо мне это». И в этом состоянии, в этом ощущении, когда ощущение бессмысленности, в нем может быть либо загорающееся ощущение «хочу», а может быть, а мне туда, либо ничего, либо пусто и еще более... Да, оно само себя показывает, особенно в таком уже времени, которое сейчас. Хочу я или не хочу. Так что, если чувствуете после просмотра видео отклик свой, желание, подъем, как угодно, в вашей терминологии, или наоборот, противоборство и неприятие, вы можете подписаться на наш канал, можете зайти в наш профиль в Инстаграме, посмотреть, а можете написать нам в WhatsApp свой вопрос или свою проблему. Желательно в аудиоформате. До встречи! Счастливо!